эффект обалденнейший. Я утром встаю, как девочка молодая. Я вскочила и пошла, вы понимаете? Раньше мне надо было разогнуться, раньше надо было, ой, как то, все, пятое, десятое. Ну, это эффект, конечно, я не знаю, это эффект такой поразительный, я хочу сказать. Ну, Это не с я на чем себе сравнить. Не с испытала. чем сравнить этот Да, эффект. вы что, вы что? Алло. Да, Здравствуйте. да, добрый день. Ирина Николаевна, это Александр Синтезит. Компания Синтезит. Да, добрый день. Да, здравствуйте. Мне вот ваш сын, я вот не понял, кому звоню, то ли вам, то ли сыну, поэтому я так удивился, когда женский голос. Сын в другой стране, сына нет. Он прислал, или вы прислали, или он прислал нам на почту ваши результаты приема синтезита. Я слушала, ну вот, опрос, я слушала опрос. Угу. Ну, не всегда я, конечно, слушаю, но, я не знаю, там вот мужчина рассказывал, мне тоже 50 лет, а ему 52. И вот знаете, что меня поразило, я и сыну своему тоже самое сказала, что прибитость к земле прошла, потому что я недавно похоронила мужа, как 3 месяца назад, очень такую серьезную психологическую травму перенесла. И как бы, сами понимаете, он очень молодой был, страшно болел, и это все отразилось не то, что на здоровье, а вообще я разбитая была. Ну, конечно, да. Вы сами понимаете, что такое после похорон. И решилась я, в принципе, потому что я каждый день просыпалась, и каждый день у меня что-то новое болит, что-то новое. То есть я начала рассыпаться, честно сказать. А таблетки эти мы заказывали моему покойному мужу. Не успел вот просто. Да, он не успел дожить. Мы не думали, что так они долго будут идти. И мы очень поздно узнали, поздно кинулись. Ну, это все отступление от темы. И когда они пришли, я их решила просто принимать, потому что я сама рассыпаться стала. Честно сказать, ну, я немножечко поражена, потому что, да, как бы. А результатом, конечно, я очень довольна, потому что я не знаю, через время, наверное, скорее всего, что пойду сдам анализы, посмотрю и, наверное, скорее всего, еще что буду пропиваться, потому что я не знаю, и Валера говорит тоже, ну, это сын мой, то есть как они пролонгируются, вот сколько этот эффект будет держаться, как оно, что, вот, как бы. Ну, держится, знаете, в зависимости от того, конечно, сколько принимаешь, то есть у некоторых есть такая ситуация, что человек, допустим, пропил одну баночку, вот недавно я материал выкладывал, в ВКонтакте выкладывал, он одну баночку пропил, у него он пока пил, значит, одна папилломка прошла, бородавка, и он перестал пить, и через 50 дней у него он заметил, что и второй не стало, то есть какие-то результаты они потихонечку нагоняют, но, конечно, чем дольше пьешь, тем лучше результат в любом случае. Ну, во-первых, да, потому что я, пока муж болел, мне некогда было собой заниматься. Я стала, во-первых, немножечко там по каким-то, Валера много литературы сбросил, дыхательная гимнастика, потому что, я говорю, я разбита была до такой степени, что я с кровати еле-еле поднималась. Ну, само слово «прибитость к земле». У меня, во-первых, тяжесть в ногах была, я еле-еле ходила, одышка, там то все. Я понимала, что это все моральное, потому что на моих руках умирает человек, и я ничем не могу помочь, ну, это опять-таки отступление. Ну, вот вы понимаете, я Валере говорю, я выпила утром, как положено, на голодный желудок, так вот, все, почитала. Я Валера говорит, мам, не может, ну как, это очень удивительно, потому что через 2 часа у меня эффект, как бы, вы знаете, я уже не помню, я там дневник даже начала вести с первых дней, я все заполняла полностью, а потом просто восклицательные знаки ставить стала, понимаете, потому что, как бы, уже то состояние, в которое я попала, ну вот, лет 35 это точно, пока еще.
Ну, я же говорю, я не знаю, то ли дыхательная гимнастика, то ли гимнастика по неумывателю, я не знаю, а все вместе вот так вот соединилось, и эффект обалденнейший. Я утром встаю, как девочка молодая, я вскочила и пошла, вы понимаете, раньше мне надо было разогнуться, раньше надо было, ой, как то, все, пятое, десятое, ну, это эффект, конечно, я не знаю, это эффект такой поразительный, я хочу сказать. Ну, Это не с я на чем себе сравнить, не с испытала. чем сравнить этот Да, эффект. вы что, я не знаю, конечно, есть. С тем, что я месяц назад была, какая, я вот даже, вот сколько я, 15-16 дней я там принимаю, да, ну, сколько я там дней принимаю, и то, что до этого было, и сейчас, это две больших разницы. Во-первых, выносливость Угу. очень увеличилась, потому что физические нагрузки я удвоила. То есть, если у меня зарядка там была 5-10 минут, то сейчас она в 2 раза я дольше делаю и не устаю. Прохожу. Во-первых, у меня собака есть. Угу. Если меня раньше надо было с собакой заставить, а это, вы понимаете, утро и вечер, он просится и обязательно ходить гулять. Если я, может быть, даже без настроения шла, то сейчас я ему говорю, пошли гулять. То есть, Угу. ну вот так вот. То есть разовый в жизни. Ну, может, оно еще, горе немножечко как бы притухло, как бы, ну, время прошло. Угу. Сын Ну еще да. как день звонит, мы общаемся. Вот, так что Ну, кстати, вот вы не так. первая, кто вот после утери близкого человека, у нас тоже вот буквально месяц назад разговаривал с человеком, у него же тоже жена умерла, нет, мама у него умерла, и он говорит, что, то есть на второй день он после смерти начал синтезит тоже пить, и стало легче гораздо, то есть психологически как-то проще переносится это, вот эти вот нагрузки Ну стрессовые. да. Да. Ну, мы очень долго ждали, да, потому что, видите, как заказ очень поздно мы оформили. Ну, вот так вот, как-то так вот. Я очень благодарна, конечно, очень благодарна сыну. Вы понимаете, я когда услышала, то есть, ну, когда мы уже поняли, что спасать надо любыми, я не знаю, любыми способами. Я говорю, заказывай, ему терять уже нечего, понимаете. Я сомневалась раньше, там туда-сюда, говорю, может быть, знаете, шарлатанов очень много, рассказов очень много, а на самом деле где-то что-то. Господи, боже мой, это ужас. Ну, я же говорю, а когда получила, я не раздумывала, честно сказать, потому что в развалину начала превращаться, я не раздумывала. Я Валерии позвонила, говорю, Валер, я первую капсулу приняла. Я ее, конечно, открыла, посмотрела. Я говорю, что там, как там, и выпила я ее. Капсулу я выбросила, а именно вот содержимое и он получилось то, что как бы на языке оно уже очень быстро, и вот первое впечатление, Валера, мама говорит, что, как? А вот я объясняю. Минут через 15 у меня появился такой металлический, как бы привкус на языке, да? Вот я запила, пошла с собачкой гулять, это у меня как раз-таки проходит где-то полчаса, и я прихожу и начинаю кушать, зарядка, все как положено. Ну, я говорю, знаешь, Валера, у меня, во-первых, спина начала в области почки, ну, и вот эта вот легкость в ногах, легкость, во-первых, у меня спина выпрямилась, не то, что я от горя была прибита, знаете, как типа, я не была горбатая, но вот такое впечатление, что у меня как бы спину скрючило от горя, я такая вся вот как старушка, это нет, в зеркало посмотрю, у меня спина ровная, нормально все, ну вот эта прибитость какая-то такая вот это все прошло. Я не знаю, я, конечно, летаю. Ну, это сегодня то, что, конечно, немножечко отступление, то, что родственники неприятных мне тут принесли, я немножечко как бы поплакала, конечно, ну ничего, я думаю, все нормально будет. А по зрению вот пишет еще... Вот что, вот. Это первый эффект, вот я начала говорить, да, и как раз оно у меня перескочило на другую тему. У меня за 2 недели начался такой вот эффект, да, как вроде бы, знаете, ресничка попала. Я ее промыла, все, глаз промыла, начал болеть. А у нас очень солнце большое.
Мгм. жарко, дожди прошли. И светочувствительность такая большая. Я в очках солнцезащитных ходила, потому что очень слезится, так, ну, такая вот неприятная такое вот. И вот 2 недели, вы понимаете, Мгм. я не знаю, я уже собралась к врачу идти. Я не знаю, ну, зрение, во-первых, начало падать. И у меня определенный, вот я с дома выхожу, к примеру, там у нас бак стоит. Раньше он у меня очень расплывчатый. Вот что, вот, Валерия, я объясняла. Утром я выпила, утром я пошла с собакой погуляла, вечером я выхожу, я смотрю, у меня этот бак ясно перед глазами стоит. Вы понимаете, расплывчатость ушла, пелена вот эта с глаз ушла. Я по телевизору бегущую строку вижу. Вы понимаете? Мгм. Мгм. Это что-то с чем-то, я не знаю. Вот это первый эффект, который я ощутила на себе сразу же вечером. Вот что. Валера говорит, мам, может быть, это случайность, потому что как-то очень быстро. Все там говорят, ну, он хронику смотрит как положено. Мгм. Он все слушает это, он мне передает. Я пару раз, наверное, на сайт вышла, послушала это все. Вот. Но то, что зрение, это точно. Это правда. Это правда. Мгм. Так, а еще, пожалуйста, вот Ирина Николаевна, он пишет, так, ну здоровье понятно, про морщины вот интересный комментарий послушать. Вот еще, да, вот это вот вообще феномен какой-то. У меня очень была сухая кожа. Я чем только не мазала. Я не знаю, какие кремы дорогущие, я вам правда говорю, такие дорогие. Мне уже и то советовали, и это советовали, и масло, и облепиха, и что только там не советовали. Все, что только я не пробовала. У меня руки были как у старухи 70-летней. До такой степени была сухая кожа на лице. Мгм. Очень сухая кожа была. Сейчас, во-первых, то, что морщины распрямились, я понимаю, потому что у меня, во-первых, кожа нормальная стала, Мгм. как она была. Вот, она приобрела нормальный свой, как бы, ну, морщины у меня, конечно, остались, потому что, извините, 3,5 года болезни мужа и по больницам, это никуда не денется, это я понимаю. Но те вот мелкие морщинки, они распрямились, я вам серьезно говорю, у меня кожа приобрела нормальную структуру, у меня руки, вот это вот точно, это никуда, откуда, от физической нагрузки моей. Нет, конечно. Ну вы не первая, кто это Конечно. замечает. Валера говорит, мама, смотри за кожей, смотри за кожей. Я, вы понимаете, пройду мимо зеркала как-то так, так. А потом просто ощутила, что у меня еще массаж лица еще там есть, тоже там такой есть, я не помню какой-то. Я его тоже, делаю после зарядки, еще сажусь, массаж лица. И Мгм. как-то руки, тоже массаж рук. Я к лицу, а оно приятное на ощупь, вы понимаете, вот как говорят. Ну не то, что я как была сухая кожа, как бумага, боже, я довольна. Я довольна, я просто довольна, я правда, я просто в захвате. То, что это что-то с чем-то, правда. Ну супер, супер, отлично, Да, отлично. дай бог, если все это, потому что это у меня только заканчивается первый прием. Первая партия у меня, мы же 2 штучки заказали, все, оно мне пришло. Сын будет отдельно себе туда заказывать, Мгм. там, где он сейчас живет, потому что он не скоро приедет. Вот. Ну, Ну хорошо, вот так. хорошо. Ну, с вашего позволения, тогда вот это вот наш разговор использую, ладно, Да, в пожалуйста, качестве нет, отзыва. это обязательно, конечно, потому что, может, у кого-то сомнения. Вы знаете, я очень такой сомнительный человек, я правда, я очень Валеру грызла. Мы еще в декабре, он подошел, то есть, когда вот, первое страшное, то, что случилось с мужем, Мгм. он болел долго, но то, что вот первое, то, что как бы уже видели, что это начинается конец, это в декабре месяце. Он говорит, мама, давай, я его все тормозила, Валер, да ну не может быть такого, да ну как это так, ну быть такого не может, это все не так, это все. И когда уже он мне позвонил и говорит, мам, на похоронах его не было, потому что он в декабре уехал, вот, а мы хоронили вот в марте месяце. Он Мгм. говорит, мам, я заказал, это было в феврале,
Да, он говорил, после мая месяца придет, но мы не думали, что он так быстро, понимаете, уйдет. Вот так вот. Ну да, да. Мы думали под осень где-то что-то, и у нас время еще есть восстановиться, вы понимаете, только начать хотя бы принимать. Мы уже и так, чтобы, я говорю, так принимать будет, чтобы врачи не видели, он в реанимации тогда лежал. Я думала, она раз и через неделю придет. Я вот и думала, как в реанимации ему давать, потому что, ну, вот, сами понимаете, ну да. Ну, как-то так думали, как бы давать, чтобы врачи, потому что вы сами понимаете, что такое врачи. Потому что мы одно лекарство привезли, мне сказали, а кто вам это сказал, уберите быстренько, у нас свое есть, мы этим не лечим. Ну да, им запрещено, я разговаривал с разными врачами, и даже если он хочет, он не может по правилам, потому что только те, которые типа аккредитованные лекарства, у них в клинике, то есть там бизнес такой, понимаете. И вот это вот мы думали, как его пропоить, вот эти, а когда его уже с реанимации выписали, уже полностью сказали, готовьтесь, это день-два, неделя, может быть, полторы, тогда я с матерью поговорила, говорю, ему терять уже нечего, ну, это мы тихонько, мы ему ничего не говорили, что уже все, конец. Она говорит, ну что, Руслан, будешь принимать? Он, да, буду принимать, и вот так вот. Ну, не успел, да. Не успел немножко. Ну, так что вот как бы благодаря, боже, я неправильно вот так вот выразилась, из-за того, что он умер, вот они попали мне в руки. Вот, потому что, нет. Ну, так вот. Ладно, Ирина Николаевна, спасибо большое. Так что, Саша, очень, да, я не знаю. Извините, конечно, у меня такая просто ситуация такая вот, ну, вы понимаете, что сейчас это наследство, это все деление, это все родственники начинают дергать. Мне сейчас не до... Я восхищаюсь, ну, я на люди, я не могу это сказать, потому что я не знаю, что меня завтра ждет, какая ситуация. Вот я сейчас жду, когда они приедут. Вот, так что... Спасибо, что позвонили, приятно было вас слышать. Взаимно. Вам тоже спасибо большое. Давайте там выкарабкивайтесь из всех этих передряг. Да, спасибо большое. До свидания. До свидания.